Ну что, братва, всем здрасте, у микрофона как всегда я Дестер, и в сегодняшнем видео я хочу поговорить про фандомы Neadequate Records и Cybercat Studio. Приятного просмотра! Все прекрасно знают, как я отношусь к этим студиям. У меня к ним как и положительное, так и отрицательное мнение. У каждого свои плюсы и минусы. Но есть такие вещи, которые мне прям противны и отвратительно слушать их, а именно фандомы. Да, именно они все время какие-то странные выдают мнения и просто блeh. Все, у меня прям такое к ним, все, отрицательное мнение. И вот ответьте мне на один вопрос. Вот ответьте мне, в какой-нибудь студии, или в игре, или в мультфильме есть нормальный фандом? Да конечно же нету, да даже в том Зайчике, и то нету нормальных людей. Вот и в фандоме Neadequate Records и Cybercat Studio творится какая-то дичь. И мы как раз об этом поговорим. А после той новости, когда НДР, считай, стали официально озвучивать Адский босс, пошло большое негодование. А именно от разных фандомов, которые слушали о той или иной студии. В том числе к этому подключились Cybercat, мои знакомые из полу крекеры и, ну, в общем, много каких фандомов. Даже те, кто просто смотрит оригинал с русскими субтитрами. Хотя я их, тех, кто смотрит оригинал с русскими субтитрами, я осуждать их не буду. Это их выбор, я тоже смотрю это, и ничего, живой же. В моем видео, в видео Cybercat, даже в ТикТоке у меня вирусится: ах вы скотины, НДР, вы мне не нравитесь, вы полные гандоны, я не буду вас смотреть, поэтому идите вы. В общем, такое негодование пошло после этих новостей. Я бы хотел поговорить на некоторые комментарии, которые я хочу огласить, и чисто порофлить с них. Русскую озвучку лучше брать у Cybercat Studio. Лучше русскую озвучку лучше брать у Cybercat. А ничего, что он за кадр? У Киберкотов закадровая озвучка, а у НДР официальный дубляж, лол. Мне все равно у котов нравится больше. Интересно, что же именно? Вот фандом всегда такой из Cybercat. Вот какой-то там человек упомянул какую-то проблему в переводе их. Ну, вспомнить тоже ролик с DTV Animation, где он говорил, что там они пропустили отсылку. Они сразу же писать руководителю, там вроде какой-то даже стрим был у Cybercat. А потом такие: а это нам уже типа все, пофиг на это все. И фандом такие: ах ты скотина, что ты все время на киберкотов наговариваешь? Ты хейтер киберкотов, блядь. У неадекватов дубляж лучше, чем у котов, и голоса больше подходят, по моему мнению. Ну, тут как сказать, потому что с дубляжом отеля Хазбин от Neadequate Records возникла такая дилемма. Ну, не то чтобы дилемма, а скорее всего рекастинг, что-то такое. Первоначально вот Аластера должен был озвучивать Иван Шухин. И мне кажется, Иван Шухин бы справился с этой ролью лучше. Но из-за того, что типа, ну это там все должно быть по пилоту. Чё вы не набрали тех актеров из пилота? Ну, это в итоге решили: ладно, пусть Макс Ман озвучит, а другими, ну, пусть, ладно, пусть будет те же актеры шоу, ну, пусть будут новые актеры на голос Чарли, Вегги, Аластера оставим, ну и Энджела тоже оставим. Кроме Эмили, он ей не идет. Вот так, насколько я помню, Эмили озвучивает Ольга Голованова, если я не ошибаюсь. Ну, та, которая озвучивала My Little Pony, Искорку и еще кого-то. И она тебе не нравится? Неадекваты просто гений. Они взяли на роль Эмили человека, что ассоциируется у всех с добротой. Ну тут прям не поспоришь. По сути, Ольга Голованова, надеюсь, я правильно прочитал ее фамилию, всегда озвучивала добрых персонажей. Я не вспомню ни одну роль, в которой она там была как антагонистка. Мне не нравится, что они на всех в раю, кроме Адама Слют, позвали челов из РХС. Конечно, нехило, что они таких популярных актеров дубляжа смогли нанять, но они даже не похожи на оригинал. Только Петр плюс-минус. А с чего вы взяли, что, например, Ольга Зубкова, которая озвучивала Сэру, или ту же Ольгу Голованову, они что, по-вашему, озвучивали у РХС? Я что-то не помню ни одну из их
пиратских дубляжей, в котором они принимали участие. Возможно, Прохор Чеховской, Даниил Эльдаров, Никита Прозоровский тот же. Они, возможно, и принимали участие в дубляже РХС. Но чтобы Ольга Зубкова и Ольга Голованова, это что-то не похоже на них. Да и тем более я хз. Ну вообще, по сути-то, я думал, что Ольга Зубкова это тот человек, который не участвует в альтернативных студиях. Ну, не озвучивает. Как Всеволод Кузнецов или тот же Михаил Тихонов. А тут бац. И вот. Такие дела. И вообще меня бесит такое. Они по большей части пригласили актеров из РХС. Из РХС, блядь. Вечно какой-то голос, которого пригласили в какой-то дубляж. Вот вспомни тот же Адский босс. Они-то пригласили Александра Гаврилина, Никита Прозоровского. А и сразу: вы пригласили из РХС, вы скоты. Да, блядь, это ж не значит, что они прям все приклеились. Они просто работают за деньги и все. Мне намного лучше, тем более с учетом того, что оценивается дубляж, а в котов озвучка. Зря котов взяли, у НДР качественнее, ибо дубляж плюс голоса каноничнее. У неадекватов озвучка хуже, хорошо, что котов ставили. Ну вот видите, какой порой токсичный фандом у CyberCat. И прям противно их читать. Решил я в связи с последними новостями глянуть в другой озвучке. Поглядела, послушала и осознала, насколько мне не нравится, особенно голос Столоса и Блица. Чем тебе голос Германа Каза и Макс Мана не угодил? То бишь, по сути-то, Макс Ман вроде как получился да более каноничнее, чем голос Блица от CyberCat. Столос от CyberCat, ну плюс-минус. Ну и тот же Столос от НДР тоже ничего. Озвучка от котов такая родная, с таким классным подбором голосов, плюс супер быстрая. Я надеюсь, что даже когда появится официальный русский дубляж Адского босса, вы продолжите озвучивать серии, ибо воспринимаю мульт только вашими голосами и только с вашей скоростью выхода. И плюс интересный ответ от главы CyberCat. Изначально мы и делали официальный дубляж. Закадровая озвучка выходить не перестанет. Ну вы только что-то от Элли Хазбин делали дубляж, и все. От Адского босса что-то ни слуху, ни духу. Ваш дубляж, именно ваш. Голоса главных персонажей у CyberCat неподражаемы. Не представляю персонажей без них. Вот только голоса Столоса и Блица от Киберкотов не на оригинал. Я надеюсь, вы продолжите озвучивать, ведь мы не хотим смотреть адский, мы хотим смотреть адский босс. Продолжим, все в порядке. Спасибо, 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 удачи! Не знаю, конечно, смотрели они бэкстейдж от НТР, где они озвучивали адский босс, но там объяснялось, почему они так перевели. Киберкэт роднее, мои коты, моя мега-озвучка котов. Это же просто озвучка неадекватов, разве нет? Так вот, в ролике, как они озвучивали адский босс, Макс Ман объяснял, почему так именно переводится. Но и тут же фандом все равно такое не приняли и продолжают гнобить НДР. Ну вот тебе, блядь, только что объяснили, почему она так переводится. Вот почему вы не можете это принять? У меня, блядь, вся же голова заболела от таких комментариев от фандома НДР и CyberCat Studio, потому что... Ну и, кстати, про фандом НДР. Как ни странно, они тоже не идеальны. Все время пишут: я жду только озвучку от НДР, и все. И никакой дубляж смотреть их другой не буду. Даже тот же Hell Studio или что-то в этом роде. Такими вы комментариями только усугубляете положение других пиратских студий. Вот мне лично кажется, есть много разных студий, которые озвучивают ничуть не хуже неадекватов. Вот взять, например, тот же, что я упоминал, Hell Studio. Или Ламповый Дракончик. Они тоже хорошо получили, у них тоже хорошо получился дубляж. Да, первоначальные дубляжи их по Отелю Хазбин получились не очень, признаемся честно. Но это же не значит, что
у них прям плохо все настолько. Ну или те же песни. Триша, например. Триша выпустила столько русских каверов на этот адский босс, что просто не укладывается в голове. Песни переведены отлично. Вокал неплох. Вспомнить тот же Mastermind, где голос сатаны просто идеальный. И мне кажется, вот даже как-то писал Триша, что мне кажется, сатане с таким голосом не стыдно и озвучивать. Сейчас я хочу процитировать слова, которые мне написал мой знакомый из студии Voicer Steam, а именно бывший руководитель Мегалит Сусович. Со словами цитирую: фандомы NDR и CyberCat Studio очень похожи. Очень молодая часть фандома. Фанаты соперничают друг с другом, пытаясь что-то доказать. На деле, что та студия, что те закадровые занимаются своим делом. Кому-то по душе те голоса, кому-то эти. Детям свойственно оскорблять друг друга, особенно если дело касается кумиров их соперника. На деле они из себя ничего серьезного не представляют, фандомы студий, ибо среди них очень много детей, которые гадят друг другу, тем самым заставляя думать многих, что эти студии в принципе нацелены на детскую аудиторию. По итогу я так скажу, что фандом NDR, что фандом CyberCat Studio не во всем хороши. Да и вообще никакой фандом той или иной группы, той или иной игры, той или иного мультфильма не хороший. Даже если они с добрыми намерениями или вообще какие-то прям, я ничего против них не имею, все нормально. Как бы я ни относился к этим фандомам, для меня все равно самая лучшая работа — это работа, проделанная душой. Сделана вовсю прям, с душой. И сделал ты ее не ради денег, а ради себя. А на этом у меня все. С вами был Дестер. Подписывайтесь на мой резервный канал. Не забывайте про мои соцсети. Делитесь этим видео с друзьями. И не забывайте оставлять комментарии под этим роликом. Всем пока и до скорых встреч. Я еще хочу сказать, что в этом видео было очень много вырезанного материала, поэтому если вы хотите увидеть, то заглядывайте на наш Бусти. Ссылку я оставил в описании.